Всем привет, меня зовут Артем, и я торгую по механике рыночного аукциона, и сегодня сделаю еженедельный обзор по ситуации на рынке. Но перед тем, как начнем, хочу вернуться к предыдущему обзору и посмотреть, как он отработал. Значит, 4 мая я давал прогноз о том, что у нас была большая аккумуляция, и мы с нее наконец-то выйдем в лонг с целью 84 500. Выход в лонг так и произошел, но до цели мы так и не дошли. Мы остановились на уровне 83 тысячи, но тем не менее лонговое движение продолжилось. А теперь же давайте перейдем к графику. Это, это недельный таймфрейм биткоина. Суть моей идеи заключается в том, что я торгую по механике рыночного аукциона, а рынок ходит от баланса к балансу. Да. Итак, у нас было накопление институционалов, которое сформировано было в 2024 году, после чего из этого накопления произошел выход в новый ценовой диапазон и попытка ложного пробоя еще выше до 122 тысяч, после чего цена там не закрепилась и вернулась обратно в ценовой диапазон. Соответственно, произошла девиация сверху, сейчас мы сделали девиацию снизу и возвращаемся в этот ценовой диапазон. То есть ценовой диапазон глобальный будет выглядеть вот таким образом. То есть если мы натянем профиль объема на данную проторговку, то есть вот мы вышли с него сверху, вернулись в него, вышли снизу и сейчас возвращаемся обратно в этот ценовой диапазон. А как мы знаем по механике рыночного аукциона, если цена возвращается в ценовой диапазон и закрепляется там, то цель следующего движения будет это верхняя граница диапазона, либо же выход из него. То есть в данном случае я буду ждать, что цена на недельном таймфрейме закрепится на уровне выше 82 тысяч. Дальше буду ждать расширения до 114 тысяч, либо же обновления АТХ. Ну, до этого достаточно далеко, поэтому давайте будем разбираться постепенно. Переходим на дневной таймфрейм. Здесь у нас цена продолжает двигаться в лонговом расширении, то есть у нас вот был баланс на уровне 77 тысяч, мы с него вышли и формируем сейчас новый баланс. Переходим на 4-часовой таймфрейм, здесь более наглядная эта информация. Значит, балансовая структура вот серым отмечена, выход из нее, формирование пустоты, так называемые low volume node, и формирование новой балансовой структуры. Новая балансовая структура будет выглядеть вот таким вот образом. То есть мы, соответственно, сделали девиацию сверху, девиацию снизу, повторную девиацию сверху, и таким образом цена может ходить по балансу, формировать себе накопление, из которого потом она выйдет по тренду. Так, теперь давайте перейдем к анализу других метрик. Это ТПО. При помощи него мы можем подтвердить анализ, который идет на футпринтах. Значит, у нас было это недельное ТПО. У нас было недельное накопление, состоящее из 2 недель, после чего мы из него вышли и сформировали новую зону стоимости выше предыдущей. То есть мы видим, что новая зона стоимости была сформирована на 79 800, 81 500. Таким образом, продавцы с покупателями приняли новые цены, и в этом ценовом диапазоне я буду ожидать дальнейшей проторговки цены. Для поиска лонговых позиций, в первую очередь меня интересует это вал прошлой недели на уровне 79 800. Для поиска шортов можно будет тоже смотреть на уровень 81 500. Теперь перейдем на дневной таймфрейм для дальнейшего анализа. Значит, здесь, соответственно, ситуация такая же. Значит, у нас была нетестированная зона продавца. Мы ночью в нее пришли, после чего получили реакцию в шорт. Э, з- э,
В субботу у нас сформирован незавершенный аукцион с пурхаями. Внизу у нас также есть нетестированная зона вал пятницы. Соответственно, это будет моя зона для поиска лонгов в ближайшее время. Если же цена с текущих придет в шортовую зону в районе 81 800, я буду смотреть на реакцию продавца для поиска шортовых позиций. И последнее, давайте перейдем на анализ открытого интереса. Значит, разберем прошлую неделю и текущее состояние. Как мы видим, после того, как цена пришла в новый ценовой диапазон 82 тысячи, это интерес по лонгам и шортам планомерно снижается. То есть новых открытых позиций нету, также нету каких-то неэффективных покупок или продаж, что соответствует тому, что цена находится в балансе, и торговать ее необходимо от границ балансовой структуры, которые я обозначил ранее. Не за что, пользуйтесь. Если вас интересует стратегия по объемному анализу, либо же рыночному аукциону, переходите в мой телеграм-канал Volume Crypto. Здесь есть вся информация, которую я использую для трейдинга. Также еженедельные обзоры по рынку,